Перед несением службы собаки проходят специальные тренировки, в частности, их учат отыскивать взрывчатку, оказывать помощь раненым солдатам. Служа вместе с людьми, собаки очень привязываются к военным. Часто такая боевая дружба продолжается даже после того, как солдаты и их четырехлапые помощники заканчивают военную карьеру. На этот снимок попал пес, который оберегает спокойный сон военного. В ожидании рейса в аэропорту Индианаполиса военный решил отдохнуть, а пес устроился рядом, чтобы охранять человека и следить, чтобы его никто не беспокоил. Снимок сделал один из пассажиров, который не смог остаться равнодушным к этой трогательной картине. Фото быстро стало популярным в сети. По словам сотрудников аэропорта, солдат и пес были частью группы, которая ожидала в аэропорту стыковочный рейс. Никто не знает, вернулись военные из командировки или только собирались на место службы, но они были утомлены, им требовалось немного отдыха. У военного получилось заснуть на полу в людном месте, ведь он знал, что его сон под надежной защитой. А собака не только охраняла человека, но и использовала его в качестве мягкой подстилки во время ожидания. А эта история произошла в аэропорту Бейрута. Однажды, около 6 лет тому назад, на территории аэропорта Бейрута, Ливан, внезапно пропал небольшой деревянный ящик. Ситуация была загадочной, так как на ящике отсутствовали все идентификационные знаки или бумаги. Фактически, груз был присутствен, но на документах его не существовало. Естественно, в таких условиях ящик оставался нетронутым на протяжении недели. Когда дело разрешилось и ящик был вскрыт, обнаружилось удивительное содержимое. Внутри были молодые уссурийские тигрята, их также называют сибирскими. Они были отправлены из страны, название которой по некоторым причинам не стоит упоминать. Те, кто отправил тигрят, не доработали с документами и не подготовили животных к путешествию. А местные службы аэропорта Бейрута, столкнувшись с таким бездокументным грузом, решили не рисковать и не трогать ящик до выяснения ситуации. Пробыть запертыми в таком ограниченном пространстве в течение недели было настоящим испытанием для тигрят, и их спасение было настоящим чудом. Состояние животных, когда их обнаружили, было плачевным. Позже стало ясно, что тигрята были нелегально приобретены на черном рынке. В связи со скандалом и уголовным расследованием их продавцы и покупатели исчезли. Тигрята были переданы под опеку организации по защите животных. Несмотря на арест груза, зоозащитники настаивали на передаче тигрят в убежище, так как было ясно, что их предыдущие хозяева были ненадежными. Троих тигрят назвали Таня, Мэй и Антон. Их будущее было под вопросом. Есть предположение, что их отправили в зоопарк Сирии или оставили в Ливане, или вернули обратно в их страну происхождения. Зоозащитники высказывались против их отправки обратно или в Сирию из-за тамошних военных действий. Скорее всего, тигрята остались в Ливане, потому что иначе об этом было бы широко известно благодаря активности зоозащитников в интернете. Друзья, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, это помогает нам помогать животным.